Всем привет! Мы с вами продолжаем вязать салфетку крючком, и в этой части разберем еще несколько рядов. Итак, вот на чем мы с вами остановились. Обратите внимание на снежинку и на кончик нити, они располагаются слева сейчас. Далее будем вязать новый ряд. Начинается он с заполненной клетки, которая располагается прямо над заполненной клеткой предыдущего ряда. Тут гораздо проще вязать. Затем 4 пустых клетки и 1 заполненная клеточка. Теперь, не важно сколько пустых клеток, мы просто вяжем заполненную клетку над заполненной клеткой предыдущего ряда. Итак, приступаем. В начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. Далее провязываем 3 столбика с одним накидом. В каждую петлю по одному столбику с накидом. Накид, заводим крючок за обе стенки и провязываем столбик с накидом. Накид, столбик с накидом и еще один раз. Столбик с накидом. Готово. Теперь нам нужно сделать 4 пустые клетки. 2 воздушные петли, накид, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом и еще одну пустую клеточку провязываем, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Все. Провязали. Делаем заполненную клетку. Накид под воздушной петелькой провязываем столбик с накидом. Накид под следующей воздушной петелькой провязываем столбик с накидом. И еще один столбик с накидом в вершинку. Все. Вот что у нас с вами должно получиться. Теперь находим заполненную клетку предыдущего ряда. И до нее провязываем над всеми пустыми клеточками пустые клетки, над заполненной клеткой заполненную. Итак, вяжем пустые клетки. 2 воздушные петли, столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом. И так далее. Поглядите. Довязываем так до заполненной клеточки. Над заполненной клеткой провязываем заполненную клеточку, а затем 17 пустых клеток. Вот я вам посчитала, подписала 17 пустых клеток. Видео, где я показываю, провязываю эти клетки, странным образом пропало, поэтому, если что, ставьте на паузу и провяжите эти клеточки. Далее мы вяжем заполненную клетку, 5 пустых клеток, снова заполненную клеточку. Далее провязываем 4 пустых клетки и завершаем все заполненной клеткой над заполненной клеточкой предыдущего ряда. Итак, давайте проверим, что уже вы связали самостоятельно, а вот что получилось у меня. Сейчас мне остается провязать только одну крайнюю заполненную клетку. Поглядите. Первый столбик с накидом у меня провязан. Провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2. Теперь заводим крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и провязываем еще один столбик с накидом. Все. Ряд готов. Я надеюсь, что у вас все получилось, а также надеюсь, что больше таких ситуаций с пропажей видео у нас не произойдет. Вяжем новый ряд. Обратите внимание, что в этом ряду у нас появятся новые заполненные клетки со скрещенными столбиками. Всю розу мы будем вязать именно таким способом. Роза получается объемной, салфетка эффектной, поэтому нужно обязательно именно так связать. А как вяжется, я покажу. Начинается ряд заполненной клетки. Вот она.
над заполненной клеточкой предыдущего ряда. Тут все очень просто. Теперь вяжем пустые клетки. Посмотрите, над заполненной клеткой предыдущего ряда вот так по диагонали вяжем заполненную клетку. Тут тоже можно не отсчитывать. Затем 3 пустых клеточки и 6 заполненных клеток со скрещенными столбиками. Вот здесь обратите внимание, очень важно. Далее 3 пустых клетки, 2 заполненных клетки, 4 пустых клетки, 1 заполненная клетка, пустая клетка, 3 заполненных клетки, пустые клетки и заполненная клетка над предыдущей клеточкой. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. Теперь у нас салфетка лицевой стороной, и вязание у нас совпадает со схемой. Заводим крючок в следующую петлю и провязываем столбик с накидом. Повторяем так еще 2 раза и провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот что у нас с вами получилось. Заполненная клеточка. Далее у нас идут пустые клетки. Посмотрите, вот у нас 2 заполненные клетки в предыдущем ряду. Находим не первую, а вторую заполненную клетку. И рядом с ней справа, вот здесь, над пустой клеточкой нужно связать заполненную клетку, а над заполненной клеткой пустую. Сейчас я покажу, как это вяжется. Мне кажется, вот так показывать на салфетке даже удобнее, чем на схеме, более понятно. Итак, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, провязываем сейчас пустые клетки. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. Впереди нас ждет первая заполненная клеточка. Над этой заполненной клеткой мы провязываем пустые клетки. Вот она. Провязываем пустую клеточку. 2 воздушные петли. Так. Столбик с накидом 1, 2, 2 петли снизу пропускаем, в крайний столбик провязываем столбик с накидом. И вяжем так пустые клетки до вот этой клеточки. Посмотрите, я провязала. Теперь над пустой клеткой провязываем заполненную клеточку. Столбик с накидом провязываем точно над воздушными петлями. И еще один столбик с накидом. Все. Тут мы с вами справились. Вяжем далее. Над заполненной клеткой предыдущего ряда провязываем пустую клетку. 2 воздушные петли, столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом. А теперь нас ждет все самое-самое интересное и важное. Мы будем вязать заполненные клетки со скрещенными столбиками. Всего таких клеток будет 6. Буду показывать очень медленно. Делаем 2 накида на крючке. Заводим крючок в ту петлю, где мы уже с вами связали столбик с одним накидом. Завели, захватили нить, на крючке у нас 4 петли. Из 2 первых петель делаем 1. Теперь на крючке 3 петли. Нижнюю часть крестика с правой стороны мы связали. Делаем накид. Заводим крючок, вершинку
следующего столбика. Захватываем нить и провязываем накид. На крючке 4 петли. Поглядите. 1, 2, вот накид и еще петля. Из первых 2 делаем одну. На крючке у нас петля, накид и петля. Из первых 2 делаем одну. Из оставшихся 2 одну. Теперь накид. Заводим крючок в серединку нашего крестика, захватывая 2 петли. Видите? В серединку крестика. И протягиваем нить. Так. На крючке 3 петли. Из первых 2 делаем одну, из 2 оставшихся одну. У нас получился крестик. Вот сейчас его видно. Теперь накид и в эту же петлю, где мы провязали, провязываем самый обычный столбик с накидом. Все. Вот у нас получилась вот такая объемная, заполненная клеточка со скрещенными столбиками. Я вам покажу еще раз, как вязать. Сначала кажется, что это очень сложно, так запутанно, но на самом деле все достаточно просто. Вначале мы делаем 2 накида на крючке. Заводим крючок в петлю, где мы провязали уже столбик с накидом. Протягиваем нить и провязываем 2 петли. На крючке сейчас 3 петли. Петелька, накид и петелька. Делаем еще накид. Заводим крючок в следующую петлю и провязываем там накид. На крючке 4 петли. Из 2 первых делаем одну. На крючке 3 петли. Из 2 первых одну. Из 2 оставшихся одну. Все. Теперь накид, заводим крючок в серединку нашего крестика. За 2 петли протягиваем нить, провязываем накид. На крючке 2 петли, из них делаем одну. Теперь просто самый обычный столбик с накидом провязываем в петельку. Итак, расправьте наши крестики. Вот они какие получаются. Чуть-чуть как бы объемные получаются, и поэтому у нас розочка будет выделяться на фоне остальных заполненных клеток. 2 накида на крючке. Заводим крючок в петлю, протянули нить, из 2 первых петель делаем одну. Накид, заводим крючок в следующую петлю, протягиваем нить и провязываем накид. На крючке 4 петли. Нижние ножки у нашего крестика мы провязали. Теперь по 2 петли провязываем, и мы сейчас связали одну верхнюю ножку у крестика. Так, заводим крючок в серединку и протягиваем нить. Из 2 первых петель делаем одну, из 2 оставшихся. Вот посмотрите, видите, сейчас прям видно, что у нас крестик получается. Из 2 оставшихся делаем одну. Столбик с накидом провязываем в петельку. Все. Мы как бы сначала одну ножку у крестика вяжем, потом вторую, затем сверху одну и довязываем еще одну ножку. По краям от крестиков у нас по одному столбику с одним накидом. Давайте еще раз свяжем. 2 накида на крючке. Заводим, протягиваем нить и провязываем 1 накид. На крючке 3 петли. Накид, заводим крючок в следующую петельку и провязываем накид. На крючке 4 петли. 2 первые петли провязали, 2 первые петли провязали, 2 оставшиеся петли также провязали. Сразу накид, заводим крючок в серединку за 2 петли и протягиваем нить. 2 первые петли провязали, 2 оставшиеся петли, вот он наш крестик. 2 оставшиеся петли тоже провязали, и столбик
с одним накидом. Вначале кажется сложно, где-то можно запутаться, перевязать. Не бойтесь этого. Самое главное, что потом вы будете вязать эти заполненные клетки со скрещенными столбиками очень просто, даже не задумываясь. Так, нам нужно еще несколько связать. 2 накида на крючке, заводим крючок в петельку и провязываем первый накид. Первую ножку мы связали. Накид, заводим крючок в следующую петельку, провязываем накид. Вторую ножку мы связали. Довязываем. Из 2 петель делаем одну, из 2 петель делаем одну, из 2 петель делаем одну. Верхнюю часть крестика мы связали. Накид, заводим крючок в серединку крестика и провязываем. Здесь как бы столбик с накидом мы провязываем. Вот. В серединке крестика. Затем провязываем самый обычный столбик с одним накидом. Итак, мы провязали 5 таких заполненных клеток. Нам остается всего 1 заполненная клеточка. 2 накида на крючке. Провязываем первый накид. Накид, заводим крючок в вершинку следующего столбика, провязываем накид. Из 2 первых петелек делаем одну, из 2 первых одну, из 2 оставшихся одну. И провязываем столбик с накидом, заводя крючок в середину нашего крестика. Получается, у крестика как бы каждая сторона состоит из столбика с накидом. Провязываем обычный столбик с накидом в вершинку столбика предыдущего ряда. Все. Мы провязали самую сложную часть этого ряда. 6 заполненных клеток со скрещенными столбиками. Думаю, что провязывая эти клетки, вы совсем забыли, что же у нас там идет по схеме. После таких клеток у нас идут 3 пустые клетки, 2 заполненные клеточки. Итак, давайте их свяжем. Начинаем с пустых клеток. 2 воздушные петли, 1, 2 и столбик с одним накидом. Первая пустая клеточка готова, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом. Вторая пустая клетка готова, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Третья пустая клеточка у нас провязана, готова. Посмотрите, сейчас вот эти объемные клетки немножечко выделяются, даже как будто расширяют вязание. Так и должно быть. Пусть вас это не пугает, все так и должно быть. Они должны немножко выделяться, и потом, когда мы их провяжем уже побольше, вы поймете, какой эффект получится. Теперь делаем заполненную клетку. Столбик с накидом и еще один столбик с накидом. Так, провязываем вторую заполненную клетку. Столбик с накидом. Не забываем, что столбик с накидом идет прямо над каждой воздушной петелькой. Все, мы провязали 2 еще заполненные клеточки. Вот что у нас сейчас получается. Вяжем далее. После заполненных клеточек у нас идут пустые клетки. Посмотрите, снизу у нас 4 пустых клетки. Вяжем так до заполненной клетки. Над каждой пустой клеточкой предыдущего ряда вяжем по пустой клетке. Над заполненной клеточкой предыдущего ряда вяжем заполненную клетку. Просто повторяем то, что мы уже с вами провязали. Итак, 4 пустых клетки. 1, 2. Над пустой клеткой вяжем пустую клетку. 3 пустых клеточки уже провязали. И еще 2 воздушные петли и столбик с накидом. 4 пустых клеточки. Вот. А над заполненной клеткой предыдущего ряда вяжем заполненную клетку. Просто по одному столбику с одним накидом провязываем в каждую петлю.
1, 2, 3. Все. Заполненная клеточка готова. Мне очень нравится, что уже виден узор. Вяжем пустую клетку, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом. Затем нам нужно провязать 3 заполненные клеточки. Провязываем первую заполненную клеточку. Так, из столбиков с одним накидом. Вот так можно поправить. Но вообще, если вы вяжете над каждой воздушной петелькой по столбику, у вас даже и поправлять ничего не надо будет. Вторую заполненную клеточку провязываем. Накид на крючке. Остается 3-я заполненная клетка. Над воздушной петелькой провязываем столбик с накидом. Над 2-й воздушной петелькой провязываем столбик с накидом. Заводим крючок, вершинку столбика с накидом и провязываем там столбик с накидом. Все, заполненные клеточки 3 мы с вами провязали. Далее до конца ряда провязываем пустые клетки. И только крайнюю клетку провязываем как заполненную. Вот я провязала все пустые клеточки. И последнюю клетку мы вяжем как заполненную. Заводим крючок за обе стенки и провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, и вот он 3-й столбик. Заводим крючок в 3-ю воздушную петлю подъема. Клеточку мы провязали. Ну и все. Ряд у нас готов. Он был сложный, но самое главное, что с ним справились. Я очень рада, что вы вяжете вместе со мной и доверяете мне. Продолжим вязание этой чудесной салфетки мы уже в следующем видео. Не забывайте также подписываться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!